Война. День 212. Ситуация на фронтах. В России началась мобилизация. Судя по многочисленным кадрам, то наиболее активно набор идет пока в самых бедных регионах страны и в небольших городах, тогда как в Москве и Питере относительно спокойно. В то же время забавно, что в Чечне мобилизации проводиться не будет. Альянс Свободы. Словения передаст Украине свои танки М55С в количестве 28 штук. Это глубокая модернизация старых советских Т-55. Модернизацией занимались совместно славянская компания 100 Равне и израильская Elbit. Танк имеет новую 105 мм пушку Л-7 с тепловым кожухом. На корпус и башню установлена динамическая защита, имеющая необычный вид. Также усовершенствовали систему управления огнем цифровым баллистическим вычислителем. Пушка стабилизирована в двух плоскостях и оснащена новым лазерным прицелом Фотона Комтос-55 с независимой линией визуализации и стабилизации, который позволяет командиру наводить на цель независимо от наводчика. Также танк оснащен оповещателем лазерного излучения с автоматическим пуском дымовых гранат. Дизельный двигатель также был модернизирован, его мощность возросла с 520 до 600 лошадиных сил. Разумеется, данный танк не конкурент современным, но его глубокая модернизация позволит достаточно эффективно использовать его против легко бронированной техники. Восток. В Белгородской области россияне активно пытаются восстановить те части, что отступили из Харьковской области, где особенно пострадал 11-й армейский корпус, потерявший до 30% личного состава и еще больше техники. Из остатков сейчас пытаются собрать до 8 батальона тактических групп. Россияне все еще пытаются удержаться на Осколе и даже совершают попытки вытеснить украинцев с имеющихся плацдармов, но у них это не вышло. На протяжении всей прошлой недели ЗСУ вместо дальнейшего продвижения занимались укреплением позиций в этом районе, видимо, как раз на случай таких действий россиян. Южнее продолжается битва за Лиман, а российские военкоры сообщают о сложном положении россиян в Дробышеве, где попал в окружение отряд Барс. Дальше бои за Спорное, Солидар и на подступах к Бахмуту, где россияне продолжают атаковать и имеют незначительные успехи. Торецк сильно обстреливают. Также бои в районе Донецка, но без продвижений. Россияне ожидают, что следующее украинское наступление будет в сторону Мелитополя и Мариуполя, поэтому продолжают накапливать там большое количество войск. В частности, туда перебрасываются части 3-го армейского корпуса. Юг. Жители Снегиревки вышли на митинг против незаконного референдума, который устраивает Россия. Бои вдоль линии фронта продолжаются, но без каких-либо продвижений. Отмечается активизация иранских беспилотников на этом направлении. В частности, российские пропагандисты пытаются выдать старый пожар на судне за якобы поражение буксира дроном Камикадзе Шахид-136. Такими темпами и Титаник может оказаться потопленный не айсбергом. Спасибо за просмотр, буду рад видеть ваши адекватные комментарии, лайки, подписку и колокольчик под этим видео. Спасибо.